Скоро исполнится ровно год с момента страшной трагедии – взрыва малазийского Боинга, летевшего рейсом MH17 в небе над Донецком. Гибель 298 человек, среди которых было 80 несовершеннолетних и 3 младенца, потрясла весь мир. Однако до сих пор нет ответа на главный вопрос – как именно был сбит самолет. 2 июня крупнейший российский оборонно-промышленный концерн «Алмаз-Антей» представил подробный анализ катастрофы в небе над Донецком. В основе анализа научный подход, главный принцип которого – последовательность выводов, изучение характера повреждений повреждающих элементов, определение типа ракеты, определение точки подрыва, определение положения ракеты в момент подрыва и, наконец, установление траектории ракеты, а значит и место ее запуска. Первое, что необходимо было выяснить, из чего был сделан выстрел. Инженеры-оборонщики концерна «Алмаз-Антей» показывают, что если удар по самолету был нанесен из зенитно-ракетного комплекса, то это мог быть только ЗРК «Бук-М1». С важным уточнением, это была зенитная управляемая ракета модификации 9М38М1. Точность определения позиции стрелка базировалась на методе исследований специалистов концерна, который производит буки. Чтобы определить тип ракеты, инженеры провели тщательный анализ повреждений и повреждающих элементов, представленных комиссией как изъятые из конструкции самолета. На представленных международной комиссией фотографиях с места падения Боинга поражающий элемент тяжелой фракции в форме двутавр. Подобными элементами оснащается только боевая часть ракеты модификации М1, основной ракеты ЗРК Бук-М1. Повреждения обшивки самолета в форме квадратов размером 13 на 13 мм также могут идентифицировать именно этот тип боеприпаса. Слева повреждения малазийского борта, справа фрагменты пораженных мишеней в ходе испытаний ракеты 9М38М1 в 80-х годах. На всех фотографиях с испытаний есть следы, идентичные повреждениям Боинга в форме квадрата, прямоугольника, а также вытянутые, неправильной округлой формы. Анализу подверглась не только форма повреждений, но и свойства самого взрыва. При взрыве боевой части ракеты М1 имеет значение и характеристики поражающих элементов, и определенная скорость, и область их разлета. Характерная особенность подрыва боевой части ракеты М1 – формирование двух фронтов поражающих элементов. В первом более легкие осколки, а во втором тяжелая фракция двутавров, обладающих максимальной кинетической энергией. Высокую концентрацию поражающих элементов, способную мгновенно разрезать любые усиленные участки фюзеляжа самолета, называют скальпель. В нем сконцентрировано более 40% массы осколков и около половины всей энергии взрыва. Именно следы скальпеля с высокой точностью были идентифицированы по повреждениям Боинга. Следующий ключевой этап анализа – определение условий контакта ракеты с самолетом, угол ее подлета и место подрыва. Выводы сделаны также на основе анализа характера повреждений. Согласно материалам предварительного отчета международной комиссии, повреждения сильной степени, средней и рикошеты получили кабина экипажа, левый двигатель, левое крыло и часть хвостового оперения. Инженеры «Алмаз-Антея» построили модель взрыва, где видно, как при взрыве ракеты меняются углы входа поражающих элементов и, следовательно, характер повреждений. Модель взрыва и исследования обломков Боинга позволили уточнить данные повреждений. Основные получили обшивка левого борта под форточкой командира экипажа, элемент крыши за кабиной пилота, левая сторона и правая часть кабины пилотов. Принципиальный момент, на который эксперты обратили отдельное внимание. Несмотря на сильное повреждение кабины, сохранилась часть ее остекления на правой стороне. Все полученные данные пролили свет на направление движения поражающих элементов. Оно указано белыми стрелками. Изучение входных отверстий во внешней обшивке самолета и поперечных шпангоутах позволили выяснить, что поражающие элементы после взрыва двигались вдоль конструкции самолета. Оценка характера повреждений кабины пилотов позволила уточнить направление движения поражающих элементов вдоль конструкции самолета. Точка взрыва находилась ближе к левой стороне, выше строительной оси самолета. С учетом того, что направление основного потока поражающих элементов 38-й перпендикулярно вектору движения самой ракеты, становится очевидно, ракета двигалась на пересечении курса самолета. И это важный вывод. По сути, эксперты концерна вплотную подошли к тому, чтобы определить, где находилась ракета относительно самолета во время взрыва и, следовательно, район, откуда она была запущена. Где же находился Бук? Здесь стоит еще раз напомнить аналитическую цепочку исследования. На основе анализа повреждений самолета были определены условия контакта ракеты с самолетом. Реконструкция повреждений носовой части Боинга показала зоны максимального поражения, а моделирование осколочного поля при взрыве дало точное положение ракеты в пространстве.
В свою очередь, имея точное положение ракеты относительно самолета в точке взрыва, можно определить курс ракеты. Специалисты подсчитали, это 72-78 градусов в горизонтальной и 20-22 градуса в вертикальной плоскости. То есть только такое положение ракеты объясняет характер всех повреждений и последовательность разрушения конструкции самолета. Здесь инженеры концерна «Алмаз-Антей» подошли к возможности сделать самый главный вывод. Запуск ракеты только из определенного района может дать изученные экспертами повреждения. Методом обратного моделирования была реконструирована предполагаемая траектория полета ракеты. Так как Боинг двигался прямолинейно, горизонтальная проекция траектории близка к прямой. На этой проекции мы видим характерное для Бука траекторию ракеты, разгонный участок и сближение по углу. Моделирование наглядно показывает, что пересечение траектории ракеты и самолета именно под этим углом возможно только из ограниченного района вблизи населенного пункта Зарощенское. В ходе исследования эксперты также изучили и опровергли самую популярную в СМИ и интернете на сегодняшний день версию, что Бук, сбивший Боинг, находился в населенном пункте Снежное. Результаты моделирования показали, условия контакта ракеты с самолетом при обстреле из Снежного были бы на встречных курсах, и при пуске ракеты из любой точки района Снежного была бы поражена только носовая часть самолета. Не могло быть повреждений левого крыла, левого двигателя и тем более хвостового оперения. Оставшееся невредимым остекление правой стороны кабины — фактическое подтверждение несостоятельности версии Снежного. Резюмируя, анализ катастрофы малазийского Боинга специалистами концерна «Алмаз-Антей» позволил: первое — с высокой точностью идентифицировать вероятный тип ракеты, второе — определить условия контакта ракеты с самолетом, и третье — на основании этих данных определить район запуска ракеты. Малазийский Боинг 777, летевший рейсом MH17 17 июля 2014 года над Донецкой областью, мог быть сбит зенитно-ракетной установкой Бук М1 из района вблизи населенного пункта Зарощенское.